Когда страх больше не прячется в тенях, когда страх знает твое имя, тогда он приходит за тобой. Сегодня мы заглянем в мир The Bold One, одного из самых необычных хоррор-проектов последних лет. Игра The Bold One основана на аналогах хоррор-видео The Bold One Phenomenon 2024 года, созданного Dr. Nowhere, также известным как Silas Orion. Фильм получил культовый статус благодаря своей уникальной подаче, сочетанию крипового визуала, психологического давления и атмосферы абсолютного безысходства. Разработчики игры решили перенести эту идею в интерактивный формат. Но вместо привычных для жанра скримеров и монстров, здесь ваш главный противник – ваш собственный разум. О чем же игра? The Bold One – это психологический survival horror от первого лица. Вас забрасывают в такую обстановку, где одна ошибка памяти, один лишний взгляд может стоить вам всего – свободы, сознания и в итоге самой жизни. Вы, вероятно, родственник Джоба Замперини, бывшего военнопленного Второй мировой, который первым столкнулся с проявлением сущности Феномен 228, также известного как Сваренный. Наша главная задача – это выяснить, что вообще происходит с нами и вокруг нас. При этом нам следует сохранить контроль над своим телом. Учитывая эти факты, нужно не забывать, что Вареный всегда рядом, он когнитивно душит. Но как атакует Вареный и атакует ли? Он не просто скример или призрак, как я и говорил. Это нечто застряет у тебя в голове и начинает параноидально пожирать тебя изнутри. Судя по фильму, который я тоже посмотрел, он появляется в виде тысячи разных голосов, а также силуэтом в окне. В самой игре так и происходит. Кто такой Феномен 228? Давайте разберемся, кто же наш настоящий враг. Феномен 228 или Вареный – это не простой монстр. Он – когнитивная опасность. Сам факт знания о нем может быть уже фатальным. Давайте пройдемся по его внешности. Он – высокий, изможденный силуэт, кожа которого ярко-красного цвета, словно после ожога. Лицо его напоминает мне расплавленную массу с торчащими зубами и пустыми болезненно-человеческими глазами. Из головы и плаща растут тонкие, как иглы, отростки. Самое жуткое – он невидим для обычных людей. Видят его только камеры и его жертвы. Как он воздействует? Вареный заражает вас не напрямую, а через восприятие. Вы можете подцепить его, просто увидев его образ в игре. Его голос проникает в разум, даже если вы находитесь в безопасности. Однажды вспомнив его лицо, игрок начинает сталкиваться с нарастающими симптомами – галлюцинациями, параличом, навязчивыми звуками труб и шепота. Это построено на эффекте настоящих когнитивных вирусов, информации, которая разрушает носителя. Геймплей The Bold One – это медленная методичная борьба за здравомыслие. Мы просыпаемся в доме с гнетущей атмосферой, за нами следит Вареный. У нас есть по 3 задания в день, выполнив которые мы можем вздремнуть и перейти на следующий день. Их тут бесчисленно много. Также с последним обновлением к нам ежедневно приходят гости, однако я не имею понятия, что это может значить. Давайте ознакомимся с некоторыми из них. Первый день. К нам стучатся в дверь, мы спускаемся и открываем. Со скримером оказывается священник. Он нам говорит, что почувствовал темную энергию около нашего дома и посоветовал читать вслух Псалом 91 стих 10. Этот стих гласит: «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Второй день. На этот раз с тем же стуком и тем же скримером к нам заявляется бездомный. Он скромен и просит еды. Третий день. Снова священник. Приходит с вопросом, поменялось ли что-то с нашей последней встречи. После позитивного ответа он дает совет: не смотри ему в глаза, дитё. Основные механики. Основными механиками являются избегать зрительного контакта. Чем дольше вы смотрите на Феномен 228 или его изображение, тем быстрее прогрессируют симптомы заражения. Аудиопаранойя. Иногда игра требует закрыть уши, иначе голос Сваренного начнет влиять на вас. Борьба со сном. После выполненных заданий мы засыпаем, но в момент сна мы абсолютно беззащитны. Игра ловко манипулирует ожиданиями игрока, заставляя сомневаться в реальности происходящего. Атмосфера и погружение. Что действительно отличает The Bold One от большинства других хорроров, это атмосфера безысходности. Первое, конечно же, визуал. Стилизован он под VHS-эстетику, помехи, зернистое изображение, легкая рассинхронизация цвета. Аудиодизайн также не отстает, невероятно навязчивый. Далекое эхо, слышны трубы, отдаленный плач, статические шепоты. Ощущение одиночества. Ни союзников, ни спасателей.
вы наедине со своим страхом. А также к вам заходят странные соседи. Хотя, возможно, ты и страх уже союзники. Правда, союз влияет смертельно негативно. Каждая мелочь, от грязных стен до размытых изображений в стекле, напоминает: спасения нет. В основе сюжета лежат события 2003 года. И вот что нам рассказывает сам фильм. 14 августа 2003 года феномен 228 взломал эфир документального фильма Tree of Heaven. В 13 серии происходит странное. Участники шоу видят странное существо, затем попадают в больницу. Через время их и других зрителей парализовало. Подвижными были только глаза. С помощью глаз с трудом их опросили, и они рассказали о Варином. Вариный сказал участникам шоу следующее: «Запомните мое лицо, и я приду к вам во сне, и вы не сможете больше двигать своим телом». Несмотря на быструю зачистку эфира, сотни людей начали жаловаться на кошмары, галлюцинации и параличи. Власти создали тайную организацию, чтобы бороться с последствиями. В фильме мы находим допросы свидетелей, дневники пострадавших, фотографии, на которых иногда проступает искаженный силуэт Сваренного. Это создает чувство, что за пределами игрового мира разворачивается куда более страшная картина. Интересные детали и пасхалки. Плюшевая версия Сваренного. Разработчики вставили отсылку на сатирическое видео The Bold Plush Phenomenon, где существовал плюшевый Сваренный. В игре можно найти тайное помещение с полками этих плюшевых игрушек. Невидимые напоминания. Даже когда Сваренного нет в кадре, вы можете иногда слышать тихие шаги за спиной, видеть легкие дрожания в отражениях или замечать, как ваш персонаж едва заметно замедляет дыхание. Симптомы заражения. Игрок начинает терять контроль. Медленно отключается его здравый рассудок. Кнопки управления реагируют с задержкой, а персонаж не может поднять голову полностью, будто бы мышцы слабеют. Какой же итог? Игра The Bold One — это невероятно атмосферное произведение. Не для тех, кто ищет легкие скримеры или экшен. Это игра для тех, кто готов к настоящему психологическому испытанию, к постоянному ощущению, что за тобой следят, и что в любой момент ты перестанешь быть собой. Эта игра показывает, что иногда самый страшный ужас — это то, что происходит внутри нас. И запомните, если вы думаете, что забыли его лицо, это только начало. Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds.